В маленькой деревушке Акакун, Малипур, штат Керала, Шахабуддину предстояло сделать открытие, настолько странное, что оно бросало вызов всему, что Шахабуддин когда-либо знал о сельском хозяйстве. Его куры несли странные яйца, но ничто не могло подготовить его к тому, что было спрятано внутри. Все началось одним мирным утром, обычным днем, когда Шахабуддин направился к курятнику, совершенно не подозревая о тревожащей тайне, которую ему предстояло раскрыть. Известный фермер Шахабуддин, приступивший к ежедневному сбору яиц, был встречен обычной сценой. Активные куры с тихим кудахтаньем клевали корм. Переходя от одного гнездовья к другому, он аккуратно собирал яйца и аккуратно складывал их в плетеную корзину. Продажа этих яиц на близлежащем рынке составляла значительную часть его дохода, что позволяло содержать семью. Запустив руку в одно из гнезд, он наткнулся на необычный предмет. Он вытащил его и увидел, что это было. Яйцо, но не похожее ни на одно другое. Это яйцо, в отличие от обычных, было окрашено в яркий цвет, который излучал естественный оттенок. Самое поразительное, что на его конце был странный резиновый выступ. Поднеся его к свету, Шахабуддин ощутил необычную текстуру, и его пульс участился от любопытства и беспокойства. Безопасно ли это для употребления в пищу? Было ли это признаком болезни его кур? За все годы работы фермером он никогда не сталкивался с подобной аномалией. Прежде чем мы углубимся в то, что он обнаружил дальше, найдите минутку, чтобы подписаться на необычное. В каждой истории здесь всегда есть неожиданные повороты, и вы не захотите пропустить следующую часть этого потрясающего открытия. Это яйцо казалось странным, почти потусторонним в его руках по сравнению с обычной гладкой текстурой обычного яйца. Шахабуддин, человек с ограниченным состоянием, но чрезвычайно любознательный, едва мог удержаться от смешанного чувства предвкушения и любопытства, которое пробудило в нем это загадочное открытие. Решив продолжить изучение яйца у себя дома, он осторожно положил его на кухонный стол. Его взгляд задумчиво остановился на яйце. Войдя на кухню, его жена Айша была застигнута врасплох видом яйца. «Что это такое?» – спросила она с беспокойством в голосе. «Я не знаю», – ответил Шахабуддин, недоуменно качая головой. «Я никогда раньше не видел ничего подобного». Айша наклонилась, чтобы получше рассмотреть яйцо, и на ее лице отразилось замешательство. «Как ты думаешь, оно безвредно?» «Я не могу сказать наверняка», – признался Шахабуддин. «Но мне нужно это выяснить». В течение всего дня Шахабуддина охватывало ноющее чувство беспокойства. Осознав необходимость узнать больше, он решил посетить местный рынок, чтобы выяснить, был ли у кого-нибудь подобный опыт. Он аккуратно завернул одно из яиц в ткань и отправился в путь, надеясь найти ответы на некоторые вопросы. На рынке Шахабуддин подарил яйцо нескольким коллегам-фермерам и продавцам. Все отреагировали с одинаковым интересом и неуверенностью. Никто никогда не встречал такого необычного яйца. Некоторые предполагали, что это может быть талисман на удачу, в то время как другие предупреждали, что он может предвещать несчастье. Придя домой с большим количеством вопросов, чем выводов, Шахабуддин понял, что ему нужно исследовать глубже. Он решил обратиться к экспертам из Университета ветеринарии и ветеринарных наук штата Керала, которые известны своей специализацией в области здоровья животных и ведения сельского хозяйства. У них, несомненно, были бы ответы. Однако он не был уверен, стоит ли беспокоить их из-за какого-то пустяка. Это мог быть разовый инцидент, о котором он забудет примерно через 7 дней. Но в последующие дни Шахабуддин заметил, что все больше его кур приносят эти необычные яйца. На каждом яйце был один и тот же странный гибкий отросток, что делало их похожими на что-то из фантастического фильма. Его первоначальное любопытство переросло в смесь трепета и тревоги. Возможно, с его цыплятами что-то не так? Он кормил их неправильным рационом? Может быть, почва была заражена? Он задумчиво собирал яйца, перебирая в уме бесчисленные возможные причины. Это могла быть болезнь или генетическая аномалия. Мысль о том, что его куры могут заболеть, причиняла ему беспокойство.
Эти куры были не просто сельскохозяйственными животными. Они были важной частью наследия его семьи. Мысль о том, что их можно потерять, была невыносима. Поэтому Шахабудин решил опубликовать фотографии и видеоклипы с яйцами в социальных сетях, надеясь, что у кого-нибудь найдется решение. Он достал свой мобильный телефон и начал снимать необычные яйца с разных ракурсов, особенно увеличивая изображение их необычных наростов. Он опубликовал видео с простой подписью: «Кто-нибудь узнает яйца такого типа? Нужна помощь». Всего через несколько дней пост разлетелся по сети. Люди по всему миру были заинтригованы необычными яйцами, породившими причудливые предположения и идеи, от внеземного влияния до генетических изменений. Пост был наводнен комментариями, в которых смешались благоговение и спекулятивные теории. Несмотря на такое внимание, Шахабудин оставался осторожным. Он решил не употреблять яйца в пищу, пока не убедится, что они безопасны. Его мобильный был завален звонками, потоком уведомлений и бесчисленными сообщениями от представителей СМИ и просто любознательных людей. Некоторые известные люди выразили намерение приобрести странные яйца на значительную сумму, желая поддержать волну любопытства, которую они вызвали. Другие предлагали привлечь профессионалов для всестороннего расследования. Внезапный всплеск внимания был ошеломляющим, но Шахабудин понял, что ему нужно сосредоточиться на раскрытии правды. Дни превратились в бурю активности. Его обычно спокойная ферма превратилась в настоящий улей. Журналисты и сотрудники средств массовой информации прибыли на территорию отеля с камерами в руках, готовые запечатлеть разворачивающуюся историю. Начали появляться местные жители, на их лицах читалось восхищение и беспокойство одновременно. Ферма, место безмятежного прибежища, теперь была в центре всеобщего внимания. И все же, несмотря на суматоху, Шахабуддин оставался непоколебим в своих поисках. Он провел бесчисленное количество часов, просматривая интернет в поисках любых данных или свидетельств, которые могли бы пролить свет на это странное происшествие. Он изучал статьи о генетических аномалиях, влиянии окружающей среды и даже теории, в которых обсуждались паранормальные явления. Однако ни один из этих вариантов, казалось, не подходил к данной ситуации. В конце концов, он решил обратиться за помощью к ветеринарному и техническому университету Кералы. Заинтригованные этим странным происшествием, исследователи университета решили провести расследование. Доктор Сэм Громлин и его команда отправились на ферму Шахабуддина, чтобы разобраться в этой загадке. Они предположили, что основной причиной может быть рацион курицы, поскольку питание оказывает далеко идущее влияние на биологию животных. Исследовательская группа тщательно осмотрела кур, их жилище и окружающую среду. Они собрали образцы корма, воды и земли для тестирования. Все это время Шахабуддин нервно наблюдал за происходящим, молясь, чтобы они нашли ответ. Уравновешенный человек с острым интеллектом доктор Хар Кришан возглавил расследование. Он посвятил бесчисленное количество часов изучению кур, записи наблюдений и обсуждению возможных причин со своей командой. Шахабуддин восхищался их бдительностью и целеустремленностью. В нем зародилась надежда, что вскоре они смогут раскрыть правду. После нескольких дней исследований ученые исключили другие элементы и сосредоточились исключительно на рационе кур. Они предложили внести изменения. Корм для птиц был заменен на продукты, приготовленные в университете. Ко всеобщему удивлению, куры начали приносить яйца с обычной скорлупой и консистенцией. Это указывало на то, что в корме для кур, приготовленном Шахабуддином в домашних условиях, были обнаружены особые яйца. Затем фермеру посоветовали сохранить несколько яиц в холодильнике, чтобы проверить их пригодность для употребления в пищу позже. Шахабуддин признался, что добавлял в корм смесь трав и других растений, полагая, что это улучшит самочувствие кур. Он твердо верил в использование органических ингредиентов, считая это наиболее эффективным способом сохранения здоровья своей птицы. Исследователи предположили, что именно эти ингредиенты, вероятно, и являются причиной появления необычных яиц. Доктор Хирон в сопровождении своей команды изучил корм, приготовленный на заказ.
и обнаружил несколько трав и растительных ингредиентов, которые обычно не входят в рацион птиц. Было обнаружено, что некоторые из этих необычных элементов обладают свойствами, которые могут влиять на яйценоскость курицы. Это открытие поразило Шахабудина, вызвав чувство облегчения и смирения. Научная группа подробно рассказала о своих выводах, помогая ему понять, что его благонамеренные попытки улучшить здоровье цыплят непреднамеренно привели к появлению необычных яиц. Утешение от осознания того, что его домашняя птица не была больна, было ошеломляющим. Но угрызения совести из-за того, что он сам непреднамеренно спровоцировал проблему, остались. Теперь, когда тайна была раскрыта, Шахабудин в тесном сотрудничестве с доктором Хараном и его командой разработал питательную и безопасную куриную диету. Он был полон решимости преодолеть свои ошибки и уделять приоритетное внимание благополучию своих пернатых подопечных. Постепенно ферма начала возвращаться к своему обычному ритму. Теперь, при сбалансированном кормлении, куры начали приносить яйца с однородно гладкой скорлупой. Поразительные яйца превратились в воспоминания, в интригующую главу в истории фермы, к которой будут возвращаться в разговорах на будущее. Шахабудин был благодарен следователям за их помощь и солидарность с сообществом и смотрел в будущее с волнением и решимостью. Он не подозревал, что эта Одиссея еще далека от завершения. Заинтригованный открытиями исследовательской группы, Шахабудин решил оставить необычное яйцо в инкубаторе до вылупления, вместо того, чтобы выбрасывать его по мере приближения срока созревания. Яйца начали раскалываться одно за другим, открывая крошечные клювики. Птенцы были похожи на миниатюрные произведения искусства, пушистые, чирикающие и, по-видимому, нормальные во всех отношениях. Несмотря на их необычное происхождение, когда Шахабудин выкармливал только что вылупившихся цыплят, они демонстрировали жизнеспособность и отличное самочувствие, не проявляя при этом никаких отклонений. Почувствовав, что эти цыплята были нормальными, Шахабудин предположил, что таинственные яйца, хранившиеся в холодильнике, также пригодны для употребления в пищу. Сам того не подозревая, Шахабудин был далек от истины. Шахабудин увидел, что его жизнь возвращается в нормальное русло, и решил приготовить простое блюдо из необычных яиц. Увлекшись кулинарным приключением, он захотел узнать, отличается ли вкус этих яиц от других. Его жена, предпочитавшая вареные яйца, заказала 2 таких же. Тем временем Шахабудин решил приготовить омлет для себя. Чтобы разбить скорлупу, он воспользовался краем миски. Когда скорлупа разбилась, его пробрала холодная дрожь. Вместо ожидаемого желтка из яйца вместе с яичным белком потекла густая зеленая масса. С внезапным облегчением он отбросил раковину в сторону, его сердце бешено колотилось. «Что происходит?» – спросила Айша с явной тревогой в голосе. Шахабудин указал на ярмо странного цвета, его цвет лица соответствовал его неестественному цвету. «Взгляни на это», – пробормотал он. «О, нет», – заикаясь, произнесла Айша. «Что происходит?» «Я не уверен», – признался Шахабудин. «Я никогда раньше с таким не сталкивался», – предположила Айша. «Мы должны уведомить научный институт. Они должны быть в курсе этого». Шахабудин согласился и быстро потянулся к телефону. Без промедления он соединился с ветеринарным факультетом технического университета Кирли. Через несколько секунд ответил стажер. «Здравствуйте, чем я могу помочь?» – спросил стажер. «Это Шахабудин с фермы, которая обнаружила странные яйца», – поспешно сообщил он. «Мы столкнулись с аномалией, с зеленым пульсирующим веществом внутри одной из наших яйцеклеток. Поведение стажера мгновенно изменилось. Я понимаю, мистер Шахабудин, что, к сожалению, нашего выдающегося исследователя доктора Херона в настоящее время здесь нет. Однако я незамедлительно передам ему эту информацию». Шахабудин был в смятении. Как лучше всего действовать сейчас? Воспользовавшись паузой, стажер изложил свое предложение. «Убедитесь, что образец безопасен. Нам необходимо провести его анализ».
Также важно, чтобы вы продолжали использовать куриные яйца, выращенные на контролируемых диетах, для обеспечения безопасности. Следуя совету стажера, Шахабудин вернулся на ферму с тяжелым сердцем. К своему удовольствию он обнаружил свежеснесенные яйца. С особой осторожностью он собрал несколько яиц, молясь, чтобы они не пострадали, поскольку никаких необычных признаков не было видно. На кухне он положил одно из нетронутых яиц на стол. Пока Шахабудин осторожно разбивал яйцо о миску, Аиша наблюдала за ним с тревогой на лице. Когда скорлупа, как и прежде, раскололась, показался зеленый желток, что повергло Шахабудина в крайнее недоумение. «Этого не может быть», – в отчаянии пробормотал он. Он снова обратился к стажеру ветеринарного отделения, чтобы поделиться своим тревожным открытием. «В яйцах наших цыплят, выращенных органическим путем, также обнаруживаются зеленые желтки», – сообщил он дрожащим голосом, спрашивая, можем ли мы понять, что это означает. Стажер, хотя и был спокоен, был обеспокоен. «Это неожиданно. Нам потребуется всестороннее исследование. Пожалуйста, сохраните все образцы. Команда будет направлена к вам в ближайшее время». Шахабудин закончил свой телефонный разговор. Его мозг был переполнен дурными предчувствиями. Поразительное открытие придало загадке еще один уровень сложности. Собранные образцы после тщательного анализа поставили исследователей в затруднительное положение. Несмотря на их сложное оборудование и богатый опыт, результаты не позволили найти однозначного решения. Доктор Харан, работавший в самом сердце лаборатории, с серьезным видом изучал полученные данные. «Это неслыханно», – сказал он с нотками уныния в голосе. «Эти куры, несмотря на регулярное и тщательно контролируемое кормление, несут яйца с обычной скорлупой и структурой. Однако яичные желтки у них ярко-зеленые. Кроме того, у нас есть эти необычные яйца с такими же зелеными желтками. Что здесь является отличительным фактором? Все они собрались вместе, чтобы обменяться мнениями и предположениями. Некоторые члены его команды увлекались теориями о факторах окружающей среды, в то время как другие размышляли о генетических отклонениях. Однако ни одно из этих предположений полностью не раскрыло загадку, с которой они работали. Необычные зеленые желтки оставались необъяснимой загадкой, не поддаваясь самому тщательному научному исследованию. Тем временем семья Шахабудина неусыпно следила за фермой. Тянулся каждый день, и неизвестность медленно съедала их. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем доктор Харан наконец отчитался. «Мистер Шахабудин», – начал он ровным и сдержанным тоном, – «мы завершили наши предварительные анализы. Несмотря на то, что мы все еще можем рассчитывать на цыплят, которые получают яйца с зеленым желтком на натуральных и тщательно контролируемых кормах, мы можем заверить вас, что эти яйца полностью безопасны для употребления в пищу». Шахабудина охватило облегчение. Его прежние опасения по поводу того, что яйца могут представлять потенциальную опасность для его фермы, улеглись. «Зеленые желтки безвредны, не так ли?» – спросил он, ожидая подтверждения. Доктор Херон подтвердил, что наши анализы не выявили никаких вредных веществ или патогенных микроорганизмов. Необычный зеленый цвет не представляет для нас никакой угрозы здоровью. Новость быстро распространилась, и на ферме царили интрига и оживление. Люди из соседних деревень и городков толпились в поместье Шахбудина, с восторгом наблюдая за необычными яйцами с зелеными желтками. Опасения и тревога сменились очарованием и новизной. Зеленые желтки, которые когда-то вызывали беспокойство, превратились в интригующую деталь, привлекшую внимание. Об этой истории узнали региональные СМИ, и журналисты стремились посетить ферму. Шахабудин дал интервью, рассказав заинтригованной аудитории об экстраординарных обстоятельствах. «Аналитики Кедури Су заверили нас, что изумрудные хомуты абсолютно безвредны», – сообщил он репортеру местной медиаорганизации. «Это загадка, которая продолжает сбивать нас с толку, но в то же время люди могут посетить их и попробовать воочию». Со временем Шахабудин стал задумываться о приключении, в которое он ввязался.
Первоначальное оцепенение и страх сменились упорством и гибкостью. Его ранчо не только пережило это странное происшествие, но и процветало после него. Зеленые ярма, символы интриги и очарования, привели к неожиданному богатству и признанию. То, что начиналось как сложное и тревожное событие, превратилось в замечательное благо. Яйца с нефритовыми накладками, которые поначалу казались загадкой, быстро превратились в символ триумфа и изобретательности.